стопочка. И че? Бросай переднюю ногу. Раз, и два, и три, четыре. Раз, и два, и три, четыре. Пытаешься вот так вот бросить ногу, поэтому она у тебя не бросается, да? Раз, и... Видишь, я все убрала? Да. Я убрала для того, чтобы не бросить ногу, удобно было. А у тебя получается вниз и вниз. Конечно, ты ее не можешь бросить. Да? Вот так. Бросай. Вот так. Сильфида в редакции Йохана Коберга стала для меня третьей версией балета Сильфида. И в ней для меня, конечно, особенными были открытые музыкальные купюры и, соответственно, доставленные хореографические моменты, которые поставил сам Йохан. В них для меня открылась совершенно другая Сильфида по образу. Если первая моя редакция фон Розен, это дитя воздуха, абсолютно чистое создание, просто ребенок. Сильфида – это существо, которое не понимает, что оно творит, оно не хранит какую-то тайну, оно не желает зла, это просто дитя воздуха. То в редакции Пьера Лакота, который я танцевала в Парижской опере, это коварная женщина, как объясняла мне Гелен Тесмар, Сильфида – это существо, которое воплотило в себе все недостатки женщины. То есть здесь и хитрость, и коварство, и какая-то, может быть, настойчивость. Ну, это совершенно другой образ, сложный, человеческий, такой более приземленный, хотя она оставалась таким же существом нереальным, романтичным. Вот ты вышла, ты любуешься, да, посмотрела, все расходятся, да. Колечко, ты колечко увидела. То есть ты такая вся, он, потом ты вдруг увидела, такая улыбалась. Какое колечко, я хочу его. Оп, и увела его это колечко. Это мне, он говорит, нет. А поймай, надела на себя колечко, ой, какое колечко. И смотришь, он уже ушел от тебя. То есть ты через колечко, то есть, представляешь, как у тебя состояние должно меняться. Да, это колечко надевала, ну, говорила, что да. надевала, а потом я ему, вот здесь мне, тогда я репетировала, мне педагог говорит, тут ты единственный момент, когда ты проявляешь свои чары, ты говоришь ему настоятельно, что ты в любом случае пойдешь со мной, вот твоя шапочка. Вот как бы так ты сделай, как ты сейчас показала, ты сейчас как амеба была. Да? А мне кажется, я вкладывала. Третья редакция – это, по сути, переделка редакции фон Розен, но в интерпретации Йохана Коберга. Здесь это какое-то соединение, какой-то синтез вариантов Пьера Лакота и вариантов фон Розен, то есть Бурнанвиля, да, оригинала Сильфиды. Но, на мой взгляд, по-своему интересно. Во всяком случае, для меня это Сильфида взрослая, это осмысленная Сильфида. Она и дитя, она и наивное существо, но она и четко понимающая свои желания девушка. То есть в ней есть что-то женское, что-то зовущее за собой главного героя. И, конечно, она отчасти понимает, что делает что-то не так, что делает что-то недоброе, но в то же самое время она беспечна и, как дитя воздуха, не думает о будущем дне и живет одним днем и погибает также трагично, наивно. Очень ее жаль, но, безусловно, балет светлый, и он отражает по-своему сложную датскую технику. Пятку вперед. Ага. Ты же воздух. Хочется, чтобы ты постоянно дышала, а ты где-то замираешь. Да. А ты отсюда шла, так и стала крутиться, да? А мне вот лучше мы с тобой сделали, как будто юбочку там и подняли. Вот так.
Лично для меня сильфида играет очень важную роль в моем творчестве. Все началось, когда в Большом театре впервые заговорили о постановке балета «Сильфида». Я попала, естественно, в состав исполнителей и главной героини. Очень многие говорили: нет, нет, Грачева, нет, какая она Сильфида, нет, конечно, она более героическая. Она не может быть Сильфидой, она не может быть дитя воздуха. Я всегда с трепетом вспоминаю эти репетиции, потому что со мной репетировала Габриэла Трофимовна Комлева. Это были удивительные репетиции, потому что сама по себе Габриэла Трофимовна очень такой душевный человек, очень тонкая личность, очень интересная. И рассказывала она о балете как о чем-то очень близком, родном. И, в общем-то, вот эту любовь к Сильфиде она передала мне. Каждый раз она мне говорила: ты понимаешь, ты дитя воздуха, ты воздух, ты нереальная, ты ребенок, сейчас тебе хорошо. Вдруг забрали игрушку, тебе стало грустно, и ты можешь заплакать. То есть настолько непредсказуемость в главной героине, и настолько она в меня это вложила само понимание, какой должна быть Сильфида: трогательной, нежной, воздушной. И когда я вышла на генеральную репетицию, мои знакомые сидели в ложе и услышали следующую фразу буквально после первых моих исполнений каких-то там па. Сказали: а кто сегодня танцует Сильфиду? И говорят: ну как кто? Грачева? Да нет, это какая Грачева? Это не Грачева, Грачева не может быть такой. И это была самая большая похвала, потому что меня не узнали в этом образе. Сотый бас ты сразу делаешь сюда. И получается, что непонятно я. Ты же опять говоришь я. Да? А отсюда сотый бас, а потом уже я его сон разгоню. Сон должен уйти. Чего так, да? Да. Попробуй голову как будто на него оставляешь все-таки. Да. И вот дальше, после судыбаска. Судыбас как будто сюда, вот так. А потом повернешь руку вот так. Ты вот так садишься. Опустить пятку в четвертую позицию? Конечно. Кто же не вот так сидит? А потом просто перевести А руку. потом просто переведешь руку. А у тебя получается препарасьон. Потом неудобно села и посмотрела на него, и все. У тебя опорная нога вообще не выжимается. Ты вот так. Ты сейчас поднимаешь только правую сторону, а левую кто будет? Опора главная. На опоре выжмись. Еще. Вот сядь вот сюда вот. Вот эта вертлужечка туда. И теперь на нее. Вот так. Вот это пируэт. На самом деле я очень люблю Сильфиду, я дорожу этим балетом. И все, что передали мне, Габриэла Трофимовна в частности, я передаю своим ученицам. Это должно быть сохранено. Это старый балет, это романтика, это такое, что, знаете, сейчас мало таких балетов, таких, которые настолько глубоко передают истину этого балета, насколько они трепетные, насколько они живые, настоящие. Балет Сильфида, конечно, гениальный. Ну и что я могу сказать? Я рада, что в этом мнении с Женей конкретно мы сходимся. Она молодец, она тоже хочет именно эту линию поддерживать, потому что существует много редакций Сильфид, и все они, естественно, разные. Но мы с ней сошлись именно на этом мнении, что Сильфида – это дитя. Это не коварная женщина, как многие считают, которая увела жениха. Нет, это ребенок, это дитя, это юное существо, это воздух, это дитя воздуха.